Всем привет! В предыдущих видео мы с вами сделали вот такое кафе и пекарню. Давайте продолжим строительство и в этом видео сделаем зал, в котором продают торты и пирожные. Выбираем вот эти столбики 4. Так, вот эти столбики, они совмещены вот в одну строчку. Мы их выбрали. Заходим в режим соло, делаем вид справа, выбрать маску и маскируем нижнюю часть. Теперь выйдем из режима соло и растянем столбики вверх. Очистим маску, заходим в меню объектов, нажимаем на 3 точки и отделить. Выбираем один вот этот столбик и заходим в режим соло. Вид справа включаем, берем инструмент трубка и путь. Нарисуем отрезок по центру столбика. И нажмем на зеленую точку. Теперь сделаем вид спереди, гизмо и расположим трубку по центру столбика. Включим вид сверху и еще разочек отрегулируем. Теперь выключаем гизмо, нажимаем на 3 точки и спираль. Регулируем ее параметры так, чтобы это напоминало вьющееся растение. Теперь зайдем в топологию трубки и разрешение Y уменьшим примерно до 200. И утвердим. Добавим плоскость. Зайдем в топологию и увеличим разрешение. Утвердим и уберем каркас. Давайте сделаем вид сверху. Включим инструмент маска. Проверим, чтобы штрих был здесь. В альфу загружаем PNG файл с изображением листочка. И теперь устанавливаем стилус в центр плоскости и растягиваем это изображение. Заходим в параметры маски. Толщину изменим на, давайте 0,2 сделаем. Смотрим, чтобы была включена сглаженность. И нажимаем на извлечение. Удаляем плоскость. Включаем гизмо и уменьшаем листочек в размере. Берем инструмент «Переместить» и изменяем форму листочка, так, чтобы он не был плоским, а был похож на настоящий листочек. Включим каркас и зайдем в упрощение. Нажмем «Упростить» несколько раз. Снова включаем гизмо. Давайте вид сверху сделаем. И переместим листочек к стеблю. Копируем, перемещаем. Снова копируем и перемещаем вот сюда. Теперь давайте выберем вот этот листочек, скопируем его. И повернем по Y на 180 градусов. Передвинем на другую сторону. Поднимем вверх вот сюда. Снова копируем и переместим. Давайте выберем вот этот листочек, скопируем, повернем по Y на 90 градусов
и расположим вот здесь. Снова скопируем и переместим сюда. Копируем и еще перемещаем. Теперь выберем вот этот листочек, копируем его, повернем по Y у нас на 90 градусов и разместим вот здесь. Копируем и опускаем вниз. Копируем и вот сюда. Теперь нужно все листочки, выбираем каждый листочек и немного правим его положение. То есть мы выключаем привязку по углу поворота и можем поворачивать эти листочки в разных направлениях, так, чтобы они отличались немножко друг от друга. Можем повернуть, например, по оси X. Также можно с помощью инструмента переместить, править положение каждого листочка. И так делаем с каждым листочком на этом растении. Теперь зайдем в меню объектов и выберем все листочки вместе со стеблем. Нажимаем «Совместить» и «Копировать». Делаем вид сверху и перемещаем это растение на соседний столбик. Теперь давайте выберем вот этот профиль, утвердим его и добавим цилиндр. Увеличим. Уберем гизмо и сделаем этот цилиндр внутри полом. Подтянем за синюю точку, уменьшим толщину стенок. Теперь включаем вид сбоку и потянем за зеленый кружочек, чтобы изменить толщину, вернее, длину цилиндра и сделать ее по толщине равной столбику. Давайте зайдем в параметры топологии и изменим разрешение Z и Y. Нажмем «Утвердить» и включим инструмент обрезка, обрежем лишние детали. Для этого выбираем прямоугольник и удаляем. Выбираем этот элемент, копируем его и перемещаем. Вот мы видим, что он находится немного выше, чем столбики. Поэтому давайте выберем обе этих детали и опустим вниз. Теперь выберем один такой столбик, копируем его, повернем по Z на 90 градусов. Растянем в длину и поднимем вверх. Копируем и перемещаем. Снова копируем, поворачиваем по Z, уменьшаем за оранжевый кружочек.
Сдвигаем вот сюда и сюда. Уменьшим в длину за зеленый кружочек, потянем внутрь, вверх. Расположим один здесь. Копируем и вот сюда. Снова копируем, разворачиваем по X на 90 градусов и растягиваем в высоту за синий кружочек и в длину за зеленый. Теперь давайте выберем эти три элемента и копируем их. Переместим вот сюда. Добавим плоскость. Повернем по X на 90 градусов. И так. Давайте зайдем в топологию и увеличим разрешение. Теперь утвердим, уберем каркас и зайдем в режим соло. Берем инструмент маска, импортируем PNG-файл с надписью торта и уменьшим масштабирование до минимального значения. Теперь поставим стилус в центр плоскости и растянем надпись. Зайдем в параметры маски и нажмем на извлечение. Выберем плоскость и очистим маску. Отодвинем эту плоскость в сторону и выйдем из режима соло. Давайте включим каркас. Плоскость можно пока скрыть. Заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». Включаем гизмо и перемещаем надпись. Давайте разместим ее сначала рядом с другими вывесками кафе, для того, чтобы выровнять ее по размерам. Увеличим за оранжевый кружок, сделаем примерно таким же размером, как и надписи. Теперь поднимаем сюда, располагаем по центру этой таблички. Давайте теперь выберем табличку и растянем. Так. Для того, чтобы влезла вся надпись вместе со стрелочками. Снова выбираем надпись. Еще выровняем ее по центру. И располагаем на этой табличке. Выбираем плоскость, открываем ее. Зайдем в режим соло и выключим каркас. Берем инструмент маска и в альфу загружаем, импортируем файл с надписью «Пирожные». Ставим стилус в центр плоскости и растягиваем эту надпись. Масштабирование уберем до минимального значения и еще разочек повторим.
Теперь заходим в параметры маски и нажимаем на извлечение. Выбираем плоскость и удаляем ее. Включим каркас, упрощение и нажимаем «Упростить». Выходим из режима соло и давайте увеличим эту надпись по размеру предыдущей надписи. Теперь поворачиваем ее по Z на 180 градусов и перемещаем вот сюда. Располагаем по центру. Но мы видим, что эта надпись не помещается на этой рекламной табличке. Давайте ее выберем, увеличим в длину, сделаем такой же, как и первая табличка. Теперь выбираем надпись и уменьшаем. Вот так сделаем. Хорошо. Теперь выбираем вот эту балку и добавляем плоскость. Поворачиваем по X на 90 градусов. Растягиваем в длину. Немножко давайте уменьшим ширину. Заходим в топологию и делаем разрешение по Y 7, а разрешение по X 0. Теперь утверждаем. Заходим в режим соло и берем инструмент «Выбрать маску» и прямоугольник. Выбираем вертикальные полосы через одну. Теперь включаем гизмо и потянем за зеленую стрелочку. Очистим маску. Заходим в мультиразрешение, ставим галочку и нажимаем на подразделение. 2 раза. Теперь убираем галочку и еще нажмем на подразделение. Теперь маскируем всю эту деталь. Заходим сюда и поменяем 0,2 на 0,1 и нажмем на извлечение. Зайдем в меню объектов и удалим вот эту деталь. Выходим из режима соло, выберем вот эту балку, зайдем в материалы и уменьшим ее непрозрачность. Теперь выберем штору, сделаем вид сверху и разместим штору по центру балки. Вернем балке непрозрачный вид. Теперь давайте выберем две вот эти балки вместе и изменим их ширину. Или толщину, как сказать. Так, теперь далее снова выберем штору, возьмем инструмент «Переместить» и сдвинем ее так, чтобы она не касалась, чтобы она лежала как бы вдоль столбиков. Вот таким образом. Теперь выбираем вот эту балку и включаем гизмо и добавляем цилиндр, вернее тор. Добавляем тор и изменяем его размеры. За зеленый кружочек и за оранжевый мы регулируем размеры этого кольца.
Теперь заходим в топологию и немного ее уменьшаем. Утверждаем, выбираем и копируем. Так, сначала давайте просто перенесем вот сюда. Опустим немножко вниз. Теперь копируем и перемещаем. Снова копируем. Сделаем 4 кольца. Выбираем штору и поднимем ее вверх. Теперь берем инструмент обрезка, выбираем эллипс. Вот здесь вот эту кнопочку делаем, чтобы она не нажата была, и рисуем кружочек. Так. Ну вот у меня тут уже кружочек нарисован, но мне такой размер не нужен, поэтому его удаляем и заново рисуем. Нарисовали, нажимаем на зеленую точку. У нас появилось отверстие. Теперь снова рисуем вот здесь уже кружочек. И нажимаем на зеленую точку. И так 4 раза. Теперь заходим в упрощение и нажимаем «Упростить». Берем инструмент «Выбрать» и выбираем 4 кольца и штору. Копируем. Повернем по Y на 180 градусов. Сделаем вид сверху и переместим вот сюда. Берем инструмент «Трубка» и кривые и нарисуем букву «П». Совместим лишние точки и сделаем острыми углы. Нажмем профиль и сделаем бортик. Давайте зайдем в режим соло, чтобы было понятнее. Так, теперь, значит, можно немножко вот так вот сузить. И заходим в топологию, изменяем оба параметра до минимальных значений. Поднимем вверх. Теперь давайте выберем вот эту балку, копируем ее, повернем по Z, уменьшаем и сделаем ножки для стола. Тут можно вот этот стол выбрать. Давайте его утвердим и изменим непрозрачность. Теперь выберем вот эту ножку и расположим вот здесь. Теперь скопируем, здесь, копируем и вот здесь. Теперь эти 3 ножки выберем, копируем
и переместим сюда. Так, еще можно выбрать одну вот эту ножку, копировать и вот здесь расположить ее. Выбираем стул и возвращаем его в непрозрачный вид. Теперь нам понадобятся табуретки. Мы выберем, давайте выберем вот эту табуретку, но у нас выбрались тут они все, потому что объединены вместе. Но все равно копируем, переместим сюда и уберем лишнее. Берем инструмент обрезка, лассо. Еще раз. И все, вот они вырезались. Теперь мы можем выбрать одну вот эту табуретку. Так, сначала инструмент выбрать, лассо, выбираем. Так, у нас что-то... Ну хорошо, ничего страшного. Значит, мы можем включить ось и переместить ее вот сюда. Теперь выключаем ось. Ага. Ну, еще и вот сюда. Окей. Включаем инструмент, берем инструмент «Выбрать маску» и замаскируем верхнюю часть табуретки. Теперь с помощью гизмо потянем вниз за зеленую стрелочку. Очистим маску и переместим табуретку к нашему столику. Копируем и сделаем несколько таких табуреток. Давайте выберем столик и сделаем его поуже. Поуже и повыше. И продолжим делать табуретки. Копируем, перемещаем. Выбираем стену пекарни и включаем гизмо. Добавляем куб. Делаем вид сверху и растянем куб по размерам пекарни. Уменьшим высоту и расположим на стойках. Теперь зайдем в топологию и изменим, сделаем Z 2, Y 2, а X единица. Утвердим. Берем инструмент «Выбрать маску» и маскируем вертикальную линию. Инвертируем и перемещаем вот сюда. Очищаем маску. Выбираем вот эти две горизонтальные линии, инвертируем, включаем гизмо и за зеленый кружочек их растягиваем в стороны, вверх и вниз, а потом опускаем вниз за зеленую стрелочку. Очищаем маску. Теперь снова этим же инструментом выбираем вот этот элемент, нажимаем «Снять маску» и снимаем маску вот с этой части. Заходим в параметры маски, выключаем сглаженность и нажимаем «Разделить». Скроем пока эту деталь. Выделяем маской, выбираем стены и выделяем маской нижнюю плоскость.
Нажимаем «Разделить» и скроем ее пока. Снова выбираем стены и маскируем вот этот прямоугольник. Здесь маску снимаем и нажимаем «Разделить». И пока тоже скроем. Снова выбираем стены, маскируем их, ставим толщину единица, ОК, здесь минус и извлечение. Эту деталь удаляем. Откроем нижнюю эту часть, которую мы вырезали. Замаскируем ее. Так. Выберем и замаскируем. Толщину укажем 0,5 и извлекаем. Эту удаляем. Теперь давайте откроем дверь. Так, вот эта дверь. Выбираем. Маскируем. Так, давайте пока отменим маску. Включим гизмо. Вот эта плоскость. Ее уменьшим немножко. Сделаем по размеру проема. Теперь маскируем. Сделаем толщину 0,5 и извлечение. Здесь удаляем. Выбираем эту дверь и уменьшим ее в 2 раза. Перемещаем к дверному проему. Включаем ось и сдвигаем ее вот сюда. Выключаем. Повернем дверь по Y на 90 градусов. Подкорректируем ее положение. Теперь уберем привязку и приоткроем ее еще немножко. Теперь добавим тор. Повернем его, включим привязку, повернем по X и уменьшим в размере. Теперь переместим сюда. Зайдем в топологию и изменим. Выберем, так можно утвердить. Теперь выберем дверь и ручку вместе. Копируем. Перемещаем и поворачиваем по оси Y. Выбираем вот этот элемент, копируем его и поднимаем вверх. Теперь выбираем пол, берем инструмент «Выбрать маску». Так можно включить соло и замаскируем вот этот прямоугольник. Выйдем из соло, включим гизмо и потянем вниз за красную стрелочку. Снова заходим в соло, очищаем маску
И маскируем вот эту часть. И растягиваем за синюю стрелочку влево. Далее выберем вот эту опору, копируем ее, перемещаем сюда. Снова копируем и перемещаем. И еще раз. Теперь эти три опоры выбираем. Совмещаем. Берем инструмент «Выбрать маску» и маскируем их верхнюю часть. И растягиваем столбики вниз за зеленую стрелочку. Очищаем маску, выбираем вот это основание, маскируем левую часть и удлиняем за красную, вернее, увеличиваем размеры за красную стрелочку вправо. Очищаем маску. Выберем 4 основные опоры, совместим их и замаскируем нижнюю часть. Потянем вверх за зеленую стрелочку. Теперь нажмем на 3 точки и отделить. Выберем вот этот столбик и с помощью инструмента обрезка и прямоугольник вырежем вот эту часть. Теперь откроем деталь, которая у нас была скрыта, вот эта, выберем ее и нажмем на заходим в мультиразрешение, ставим здесь галочку и нажимаем на подразделение 3 раза. Теперь берем инструмент «Выбрать маску», прямоугольник и вот этот внутренний прямоугольник маскируем, инвертируем, заходим в отладку и ставим вот здесь галочку. Теперь пальцем нажимаем на вот эти на углы и исправляем их. Берем гизму, увеличиваем внутренний прямоугольник в размере. Очищаем маску и делаем так со всеми вот этими внутренними прямоугольниками. Теперь делаем вид справа. С помощью маски выбираем 2 вот эти вертикальные линии, инвертируем и тянем за синий кружочек в стороны. Очищаем, выбираем вот эти линии, инвертируем и за зеленый кружочек. И теперь вот эти вертикальные линии. Очищаем маску. Маскируем вот здесь, инвертируем и вниз за зеленый кружочек. Очистим маску и исправим вот здесь еще, с этой стороны. Значит, замаскируем вот эти линии, инвертируем, возьмем гизму
И за зеленый кружочек вниз. Очистим маску и будем маскировать вот эти прямоугольники. С этой стороны и с этой. Заходим сюда и нажимаем «Разделить». Скроем эти детали. Вот у нас получились оконные проемы. Кстати, здесь тоже давайте, значит, выбираем эту раму. Маскируем вот эти линии. Сделаем поуже. Очистим маску и с этой стороны то же самое. Замаскируем эту деталь. Сделаем толщину 0,5 со знаком минус и нажимаем на извлечение. Вот это удаляем. Включаем гизму. И за зеленый квадратик немножко подтянем наискосок, чтобы сдвинуть нашу деталь немножко вглубь оконного проема. Так, за красную стрелочку теперь вот сюда. Откроем вот эти детали, заходим в режим соло и с помощью инструмента обрезка их удаляем, оставляем только одну. Включаем мультиразрешение и нажимаем на подразделение один раз. Маской выделяем внутренний прямоугольник, инвертируем обе. Так. Зайдем в отладку. Вот здесь поставим галочку и нажмем пальцем на эти детали, которые нам нужно исправить. С помощью гизма внутренний прямоугольник увеличим в размере. Очистим маску. Теперь замаскируем этот внутренний прямоугольник и нажмем «Разделить». Эту деталь пока скроем. Выберем раму, замаскируем ее. Толщину 0,5 оставим и нажмем на извлечение. Эту деталь удаляем. И выходим из режима соло. Раму сдвигаем внутрь внешней рамы. Открываем ту деталь, которая у нас была скрыта. В материалах меняем на аддитивный и сдвигаем внутрь уже вот этой рамы. Теперь выбираем саму раму и стекло, копируем и устанавливаем в оконные проемы. Так, она у нас по размеру немножко меньше получилась, поэтому... Ага, она у нас просто сдвинулась. Хорошо, тогда мы ее располагаем вот так и немножко все-таки растянем в ширину. Теперь выберем вот эту раму со стеклом и также переместим и немножко увеличим.
Включим ось и переместим ее вот сюда. Ось выключим и поднимем эту форточку по X. Копируем. И перемещаем. Снова копируем. Включим вот здесь привязку и повернем по Y на 90 градусов. Сдвинем вот сюда. И установим на место. Здесь оконные проемы поменьше, поэтому за синий кружочек уменьшим длину этой рамы, форточки. Копируем и установим сюда. Теперь выбираем вот эту раму. Она не выбирается у меня, потому что нужно убрать вот эту галочку. Так, выбираем раму. И стекло одновременно. Копируем. Перемещаем на соседний проем. Снова копируем. Поворачиваем по Y. И размещаем сюда. Копируем и придвигаем. Выберем вот эту деталь, включим гизму и добавим куб. Зайдем в топологию и уменьшим до 0. Утвердим и сформируем ступеньку. Копируем, повернем по X, уменьшим. Теперь этот столбик переместим влево и вперед. Еще немножко уменьшим и поднимем. Эти две детали совместим и добавим кривые. Расположим верхнюю ступеньку на уровне крыши и увеличим количество ступеней. Теперь нажмем 2 раза на скручивание и повернем за верхнюю розовую точку влево, так, чтобы ступенька верхняя стала параллельно крыше. Зайдем в меню объектов, нажмем на эту строчку и добавим группу. Теперь потянем влево за синюю стрелочку. Так, выберем снова вот эту строчку и потянем влево за синюю стрелочку. Все вот это вместе выберем и подвинем сюда.
Утвердим, выберем совмещение дочерних узлов. Теперь берем инструмент трубка и путь. Выбираем столбики и по ним протягиваем эту трубку. Нажимаем на зеленый кружок. Теперь давайте выберем профиль и уменьшим его. Так, растянем длину поручень. И здесь выдвинем вперед. Так, мы, пожалуй, уберем профиль, сделаем круглое перила. Зайдем в топологию. И изменим. Так, здесь немножко поправим. Утвердим. Теперь давайте копируем вот этот столбик. Мы его выбрали. Теперь копируем. Переместим сюда, уменьшим длину. Еще немножко его потоньше сделаем. И передвинем сюда, сделаем опору для нижней ступени. Выберем вот эту деталь и добавим плоскость. Повернем по оси. Так, по оси X. Так, повернем. Зайдем в топологию. И сделаем по Y единичку, а по X 0. Утвердим. Маскируем эту линию сетки и передвигаем немножко влево. Очистим маску. Теперь замаскируем
Замаскируем левую часть, включим гизму и ось. Перенесем ось вот сюда. Выключим гизму, выключим ось и повернем по X без привязки. Так вот, примерно на такой угол. Теперь очистим маску, включим мультиразрешение, поставим галочку, нажмем 2 раза на подразделение, уберем галочку и еще 2 раза нажмем на подразделение. Теперь это замаскируем и нажмем на извлечение. Эту деталь удаляем. У нас получилась вот такая лавочка. Выберем ее, немножко уменьшим. Теперь заходим в упрощение и упрощаем. Передвинем вот сюда. И опустим немножко вниз. Войдем в режим соло и добавим цилиндр. Уменьшим и повернем по Z. Сузим. Сделаем для лавочки ножки. Убираем гизму и включаем полость. Делаем этот цилиндр полым. Уменьшаем толщину стенки за синий кружочек. Утверждаем. Берем инструмент обрезка, прямоугольник, и обрезаем нижнюю часть цилиндра. Теперь копируем эту ножку и перемещаем сюда. Выберем все 3 детали и выйдем из режима соло. Переместим вот сюда. И давайте мы ее повернем по Y на 90 градусов и поставим вот вдоль вот этой стенки. Теперь скопируем, развернем и поставим вот здесь.